Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красоту я хочу вам сегодня предложить. Этот невероятный узор, честно скажу, я не видела таких коз. Ну не видела я таких коз. Конечно, где-то они есть, кто-то вяжет, но я не видела. И вот этот узор я увидела в книге «1040 узоров». Судя по иероглифам, книга японская, может быть, она китайская, я не знаю. Она встречается в интернете, я в интернете ее и увидела. Я не знаю, я не искала, может быть, она где-то и продается, вот вживую эта книга. Ну, я полистала, много узоров, там плохого качества схемы, узоры видно, в общем, меня заинтересовали некоторые узоры, и я хочу вам предложить. Вот этот узор, я в него просто влюбилась. Между рядами патентной резинки вот такие необычные косы. Вот такие необычные косы, они и эта коса переходит в резинку с каждой стороны. Конечно, я его не отпаривала, не стирала этот образец. Вот он как связался, такой вот он и есть. Я схожу немножко, не буду долго говорить, потому что, в принципе, говорить не о чем, надо вязать. Я просто хочу показать схемы. Отксерила, увеличила для себя схемы. Схемы ужасные, качество безобразное, непонятно ничего. Это бы ладно, в общем, разобрать-то что-то можно, но я связала два узора из этой книги, и обе схемы были неправильные. Вот этот узор, вот эта схема, вот этот узор и схема, да, я, как девочка-торопыга, быстренько набрала на 3 раппорта, быстренько начала вязать, у меня все пошло, когда шла до последнего, вот здесь нормально, вот сюда пошла, у меня какие-то идут сбои, ничего не понятно, написано, что здесь вот 21 петля в раппорте, оказалось, что неправильно, нужно считать, что в раппорте 17 петель, и вот эти 4 петельки перед раппортом, они петли для симметрии узора. Вот от этого мы и будем плясать. Давайте свяжем один раппорт. Здесь у меня 3 раппорта в ширину и 2,5 раппорта в высоту. Ну не могу налюбоваться. Просто не могу налюбоваться. Изумительный узор. Я буду очень рада, если вам понравится. Все, давайте, будем вязать. Нам понадобится дополнительная спица. Набираем на спицы 23 петли вместе с кромочными. Первая кромочная у нас снимается, последняя кромочная провязывается изнаночной. Вяжем первый ряд узора. Сразу после кромочной изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот первые 4 петельки перед раппортом. Знаете что? Я для начала рекомендую поставить маркер, чтобы эти 4 петли отделить. Меня они запутали. Я запуталась. В общем, 4 петли перед раппортом. И дальше мы продолжаем вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем делаем накид, провязываем 3 лицевых. Затем 2 вместе лицевой нужно провязать с наклоном влево, либо развернуть петли, либо сделать протяжку, снять петельку, провязать лицевую и протянуть ее через снятую. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот у нас такой первый ряд. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах петли у нас вяжутся по рисунку, то есть так, как они перед нами лежат. Лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. Но накиды мы будем провязывать изнаночные скрещенные. Я с вами провяжу второй ряд, вяжем петли по рисунку, и они будут вязаться потом одинаково. Мы уже их вместе провязывать не будем.
Вот мы дошли до накида и провязываем его изнаночной скрещенной. Вот подхватываем за заднюю стенку и провязываем изнаночной. Нам не нужна дырка, не подхватывается. Нам не нужна дырочка, поэтому изнаночная скрещенная. И все, и петли по рисунку дальше у нас идут. Третий лицевой ряд. Сейчас мы будем вязать полупатентную резинку. Я предлагаю, можно вязать ее двумя способами. Я предлагаю вот такой способ. Изнаночная петля и лицевая петля. Можно сделать накид и снять лицевую петлю. И в изнаночном ряду провязать ее изнаночной петлей. Накид со снятой петлей провязать изнаночной. Я предлагаю петлю в прокол на ряд ниже. Вводим спицу на ряд ниже и провязываем лицевую петлю. Вот так. И снова изнаночная петля в прокол. Изнаночная петля в прокол. Изнаночная петля в прокол. Изнаночная петля. Вот мы провязали. Это у нас будет патентная резинка, полупатентная резинка. И дальше мы вяжем так. Лицевая петля, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь у меня они лежат удобно для того, чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево за задней стенки. Дальше будет 2 лицевых и снова ряды полупатентной резинки. Изнаночная петля, петля в прокол на ряд ниже. Изнаночная петля в прокол. Вот такой у нас третий лицевой ряд. И в четвертом изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, только накид у нас будет провязываться изнаночной скрещенной. Пятый лицевой ряд. Снова провязываем 9 петель полупатентной резинки, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол. Вот так мы 9 петель провязали с начала ряда. И теперь вяжем 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля и 4 петли полупатентной резинки. Изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид провязываем изнаночной скрещенной. Седьмой лицевой ряд. Изнаночная петля в прокол, 9 петель полупатентной резинки. Изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля. Дальше у нас будет 3 лицевых. Делаем накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 петли полупатентной резинки. Изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол и кромочная. В восьмом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид провязываем изнаночной скрещенной. Девятый лицевой ряд. В начале 9 петель полупатентной резинки, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная. Далее 4 лицевых, берем дополнительную спицу и 4 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой.
Затем провязываем 4 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы провязываем так: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот такой у нас 9-й ряд. И в 10-м изнаночном ряду мы вяжем, как обычно, петли по рисунку. В косички будьте внимательны, чтобы их не перепутать. Вот мы провязали первую половину раппорта, наклон у нас идет в левую сторону. Теперь мы будем вести наклон в правую сторону. 11-й лицевой ряд. Провязываем 9 петель полупатентной резинки, изнаночная петля в прокол 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз и 1 изнаночная. 4 пары петель полупатентной резинки и 1 изнаночная. Дальше у нас будет 3 лицевых. 2 вместе нужно провязать с наклоном в правую сторону. Мне нужно для этого петельки развернуть, чтобы они красиво легли и удобнее их подхватывать. 2 вместе с наклоном вправо. Дальше будет 3 лицевых. Делаем накид и 4 петли полупатентной резинки. Изнаночная, петля в прокол, лицевая. 2 раза. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, накид провязываем изнаночной скрещенной. 13 лицевой ряд, изнаночная, лицевая петля в прокол на ряд ниже, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля. Вот. 9 петель полупатентной резинки, я буду в дальнейшем так говорить, чтобы все это уже не повторять. Дальше будет 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, 3 лицевых, накид, 1 лицевая и 4 петельки полупатентной резинки. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид изнаночной скрещенной. Пятнадцатый лицевой ряд, 9 петель полупатентной резинки, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 4 петли полупатентной резинки. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид изнаночной скрещенной. В 17 лицевой ряд провязываем 9 петель полупатентной резинки, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 3 лицевых и 4 петли полупатентной резинки. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид изнаночной скрещенной.
19 лицевой ряд. 5 петель полупатентной резинки, изнаночная петля, лицевая петля в прокол, изнаночная лицевая петля в прокол. Я убираю маркер и провязываем изнаночную петельку. Дальше берем дополнительную спицу и 4 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Вот 4 петли за работой. Дальше провязываем лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Вот так 4 петли провязали. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. 4 лицевые с дополнительной спицы. Затем у нас будет 4 лицевые и 4 петли полупатентной резинки. Изнаночная лицевая петля в прокол, изнаночная лицевая петля в прокол. Вот так мы перекрестили петли вправо. И в 20 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Здесь у нас накида не было. Вот мы провязали с вами один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Смотрите, красиво, правда? Ну, очень красиво, очень. Очень безумно, мне просто безумно нравится этот узор, я в него влюбилась. Вот знаете, когда много вяжешь узоров, уже редко чему-то удивляешься. Даже вот на красивые узоры просто скажешь: ах, как красиво, и все. А здесь у меня просто влюбилась. Вот еще совет для тех, кому не нравятся пышные резинки. Это можно вязать на основе английской резинки, да, кому нравится. Но вот кому не нравятся пышные резинки, все-таки на них пряжа уходит побольше. И они больше растягиваются. Можно вязать резинку 1 на 1. Обычную резиночку 1 на 1. Да, кстати, посмотрите, как интересно смотрится на изнаночной стороне. Полупатентная резинка на изнаночной стороне смотрится вот так вот, петельки по-другому. Так, давайте посмотрим. Да, и косички тоже вот из изнаночных петель получаются. То есть на изнаночной стороне тоже красивый узор. А вот и получается, что даже вот и не знаешь, вот ведь тоже красиво. Ведь тоже необычно. Прекрасный шарф такой резинкой связать, снуд. Ой, не знаю, все что угодно, просто вот безумно интересный узор. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Нажмите на слово «Еще» под этим роликом, и там будет много интересной, полезной для вас информации. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!